Kordalının yeri toprağın üstü değil, toprağın altıdır artık. Sen ne olacak Serhat? Meleği boşayabilecek miyim? Neredeyim ben? Aşırı babandan almak için hazır. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. События 15-й серии сериала «Халев» начинаются с того, что Серхата ранят выстрелом, но выходят далеко за рамки этого, превращаясь в разрыв, нарушающий равновесие в особняке. Когда Серхат падает на землю, весь в крови, особняк впервые охватывает настоящий страх смерти, и этот страх одновременно затрагивает всех. Время словно замирает, пока Серхата везут в больницу. Хотя врачам удается спасти ему жизнь, его состояние критическое, и эта неопределенность начинает висеть над особняком, как темное облако. Хотя тот факт, что Серхат выживет, приносит чувство облегчения, травма от выстрела оставляет неизгладимый след как в душе Серхата, так и в сердцах тех, кто его любит. В этом хаосе постепенно становится очевидной истинное намерение Акифа. Акиф хочет не просто получить власть, он мечтает напрямую устранить Серхата и захватить власть в племени. Акиф видит в этом моменте слабости Серхата возможность, и пока все поглощены горем, он разрабатывает свой собственный план за кулисами. Для Акифа жизнь или смерть Серхата – это не вопрос совести, а вопрос расчета. Если Серхат умрет, власть освободится и откроется путь к трону, которого Акиф ждал годами. Поэтому любое изменение состояния Серхата в больнице, любая возможность плохих новостей становится для Акифа тайной надеждой, а любая новость о выздоровлении – молчаливым разочарованием. Правда о том, что Ашир стоит за убийством Серхата, не раскрывается сразу. Султан Ханем пытается скрыть правду, чтобы предотвратить распад племени, предотвратить начало кровной вражды и избежать новой череды бедствий. Что произошло, не обсуждается, виновник остается неясным, и все питают подозрения. Ашир тем временем мучается чувством вины, перед его глазами постоянно предстают глаза Серхата, он не может спать по ночам и в конце концов пытается убежать от себя и своего преступления, сбежав в горы. Этот побег не приносит спасения, а лишь погружает в еще большее одиночество. Когда Илдыс узнает правду, она разрывается на части. С одной стороны, борьба за выживание любимого человека, а с другой – брат, который является ее спасением. Эта двойная связь создает глубокое внутреннее смятение для Илдыс. Она начинает чувствовать себя причиной несчастья Серхата, полагая, что оставаясь в его жизни, она только подвергнет себя большей опасности и постепенно отдаляется. Это отстранение молча разрушает мечты о будущем, которые она построила с Серхатом. Как раз в тот момент, когда происходит этот разрыв, откровение о беременности Мелек полностью меняет ход истории. Заявление Мелек об этой правде на свадьбе потрясает мир Серхата. Он начинает сомневаться в своем решении развестись, и ответственность за еще не родившегося ребенка снова тянет его к Мелек. Мелек больше не просто жена, она становится ответственностью и источником совести, связывая жизнь Серхата с ней. Серхат полон решимости защитить Мелек и их ребенка, создавая глубокую пустоту в сердце Илдыс. В этот момент Илдыс принимает тот факт, что между Мелек и Серхатом образовалась нерушимая связь. Если правда об их братско-сестринских отношениях раскроется, это станет морально и этически невозможным для Илдыс, и у нее не останется выбора, кроме как покинуть особняк. Для Илдыс эта глава не потеря любви, а потеря невинности. Тем временем, недавно появившаяся в истории темная фигура начинает открывать грязные книги прошлого. Этот персонаж, имеющий старые счеты с Зияном Агой и Султаном Ханемом, бросает тень на племя. С его появлением на поверхность всплывают тайны, скрывавшиеся годами, тайные преступления и невысказанные грехи. Этот человек особенно испытывает лидерские качества Серхата, заставляя его столкнуться не только с оружием, но и с прошлым. Отношения между Хикраном и Аширом также меняются с этим потрясением. Хичран видит раскаяние в Ашире и пытается спустить его с гор, но пока Ашир не может простить себя, эти отношения не могут быть построены на здоровом фундаменте. Их связь трансформируется из любви в соучастие и попытку искупления.
Акиф, с другой стороны, видит во всем этом хаосе возможность. Акиф пытается использовать развод Ашира и Ниды в своих интересах, манипулируя расстановкой сил и углубляя трещины внутри семьи. С каждой минутой, что Серхат слабеет, влияние Акифа растет. Ему наплевать на чьи-либо страдания, он лишь рассчитывает, как извлечь из них выгоду. По мере развития сюжета всем становится ясна общая истина. Это уже не просто история о том, как Серхата подстрелили. Это конец эпохи. Сильные стали хрупкими, молчаливые начали говорить, любящие ожесточились от страха потери, а те, кто пытался поддерживать порядок, были вынуждены замолчать свою совесть. Каждый шаг, сделанный с этого момента, будет иметь настолько серьезные последствия, что затронет не только настоящее, но и будущие поколения. Потому что с этим эпизодом каждый начал превращаться в кого-то другого, и это превращение необратимо. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.